Всем привет! Рада видеть вас на моем канале, и в этом видео я хочу разобрать такую душещипательную тему, как менять цапы и как вообще устанавливать цапы на кристаллы. Мы не будем затягивать, быстренько подписываемся на мой канал, ставим лайкосики и приступаем. Итак, сегодня моими подопытными кроликами будут вот эти замечательные кристаллы Сваровски. Эти кристаллы мне любезно предоставил магазин Океан Бусин. Все желающие могут закупиться в этом магазине. Для вас специально у меня есть чудесный промокод со скидкой 20%. Первое, что я хочу сделать, посадить этот замечательный большой кристалл Сваровски в этот золотой цап. Цапы существуют различных видов и форм, в зависимости от того, какой у вас кристалл, вы покупаете соответствующего размера и формы цапы. И также они бывают разного покрытия, бывают под серебро и под золото. В первом способе я закрепляю зубцы при помощи вот этих плоскогубцев. Но этот способ имеет один нюанс. Он оставляет небольшие царапины на поверхности этих цап. Поэтому, если у вас есть кусачки с силиконовой насадкой, это будет замечательно. Для тех, у кого нет кусачек, есть другой вариант. Я его сейчас покажу. И снова я прикладываю небольшие усилия, чтобы не испортить кристалл, не поцарапать и не сломать его. Подгибаю противоположные друг другу лапки потихоньку. И как вы заметили, я делаю это при помощи обычного пинцета. Другим концом пинцета я потихонечку поджимаю лапки. Делаю это не сразу, по чуть-чуть с каждой стороны, и таким образом кристалл встанет максимально ровно. Кстати говоря, кристаллы Сваровски или любые другие кристаллы не обязательно сажать в цапы. Можно их оплетать, можно покупать просто пришивные кристаллы. В принципе, из любой ситуации всегда можно найти выход. В случае, если ваш кристалл уже сидит в цапе, а цап вам не подходит, вы хотите его заменить, его точно так же можно и разжать. Для этого нужно использовать какой-нибудь тоненький острый предмет, чтобы аккуратненько поддеть эти маленькие лапки. Для этого я решила использовать маникюрные ножницы, потому что ногти мои не подошли по размерам. Но делать это надо максимально аккуратно, потому что можно легко поцарапать кристалл, а мы этого не хотим. И пораниться мы тоже не хотим. Вынимаю кристалл и могу вставить его в другой цап. Я хотела заменить его на золотой, собственно, это я и сейчас и покажу вам. Немножечко отгибаю лапки, потому что там стоял другой кристалл. Делаю это не сразу, по чуть-чуть с каждой стороны, потому что если перестараться, кристалл может просто не встать на свое место, а немножко перекоситься. Итак, что у нас получилось на выходе? Надеюсь, что видео вам понравилось, было информативным. Не забываем подписаться на этот канал, поставить лайкосик и нажмите внизу на колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. Спасибо вам за просмотр, целую всех, пока!